Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп. События октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вашего знака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, но вы люди очень интуитивные. Я надеюсь, какой-то инсайт вы определенно получите. Ну, или мы с вами проведем приятное время. Давайте узнаем, разложим вот так карты. И первую карту, которую мы с вами достанем на октябрь, каково будет важное событие или, может быть, вокруг чего будут точнее формироваться события месяца. Это будет первая карта. Вторая, каковы неожиданности или неожиданные события, если мы про события говорим. Что завершится в вашей жизни или в чем вы сможете поставить точку, как бы вот с чем-то определиться. И что нового войдет в жизнь вашу, или какие двери на будущее, возможности будут открыты. Давайте мы спросим, чему не время, или что нам может помешать в течение месяца. И что нас будет радовать, и что нам будет помогать. Такую карту мы тоже с вами достанем. Достанем по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, карту одну. Что будет, посмотрим энергетику. Что будет по финансам, как в целом сложится месяц. И личная жизнь давайте тоже узнаем. Достанем еще одну карту, чтобы подвести итог, связать все предыдущие. Совет от карт. Итак, давайте будем смотреть важные события для вас, по мнению карт. Девятка жезлов. В герметической колоде Таро это карта великой мощи, то есть силы физической формы у нас будет достаточно. Но есть только два направления по этой карте, когда мы должны прилагать свои усилия. Первое, мы немножко будем обособлены. В каком плане? Это не значит, что какая-то изоляция. Это самим нам захочется с чем-то разобраться, скорее всего. И свои силы, умения, навыки, экспертность прикладывать только в двух случаях. Первый – это когда нам что-то либо угрожает, либо мешает, либо какой-то диссонанс вводит. И второе направление – это когда что-то для нас во благо появляется как возможность или есть возможность решить какой-то вопрос. И как будто все, не предполагается участие в жизни других людей, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Для вас, может быть, это немножко само по себе диссонанс, потому что вы очень добрые люди, вы часто участвуете в жизни своих близких, даже в жизни друзей, вы помогаете, вы откликаетесь, но здесь фокус на самом себе. Видимо, что-то важное будет происходить в октябре. Или силы нет смысла тратить, хотя силы у нас достаточно, но больше она быть должна направлена на какие-то ваши лично свершения, когда вы, мои дорогие, должны остаться довольными. И самое главное, нас ничто не должно застать врасплох, поэтому мы должны наблюдать за ситуацией. Какую-то ошибку мы не должны повторить. Поэтому концентрация такая на себе, она будет необходима. Давайте мы узнаем неожиданности. Правда, какую-то ошибку мы не повторим. По тройке мечей была какая-то ситуация, или, может быть, это проигралось в отношениях, у кого-то предательство, у кого-то какая-то грустная история, которая была прежде, или какой-то вопрос вновь о себе напоминает. Но мы по этой карте уже эмоционально не реагируем. И мы вольны принимать очень взвешенные, такие, знаете, рационально холодные решения. Значит, если в неожиданностях даже человек какой-то, да, или ситуация вновь нас возвращает к какому-то прошлому. Это для того, чтобы мы окончательно разобрались. Или в личной истории, может быть, тоже наступает ясность, и я расставляю все приоритеты. Пусть в неожиданности выпадает тройка мечей, но именно она и помогает, как вот девятку жезлов мы с вами достали, как будто нет желания, как и повторить какой-то прежний опыт, так и мы будем внимательны к тому, что приходит на наш порог, к тому, что говорят люди. Вам самим, скорее всего, если прежде даже вы кому-то помощь оказывали, вам уже не захочется это делать. Ну, как ни странно. Давайте спросим, что завершится. У кого-то завершится какая-то личная история, все-таки рыцарь кубков.
либо завершится какой-то, может быть, и проект, которому вы прежде придавали значение, или вы хотели чем-то заниматься, а здесь вы переоценка ценностей какая-то произойдет, и вы можете увидеть, что прежде, может быть, я думал, это имеет какой-то прогресс, может быть, как отношения, все-таки кубки. Отношения, они могут касаться и работы, ведь тоже, да, думал, меня будут поддерживать или где-то моя тема, которую я продвигаю, интересна. А здесь я словно в какой-то изоляции, как в одиночестве, никому не интересны мои мысли. Вот правда тут такое может быть. Одним словом, то, что прежде нам казалось каким-то воодушевленно радостным, здесь мы тоже можем пересмотреть, увидеть оборотную сторону медали, вот как будто так. Но, видимо, какую-то реальность, мои дорогие, или через вот эту реальность, осознание, как будто нам придется пройти. Какие двери будут открыты, что или что нового войдет в вашу жизнь? Ну, наверное, стоит быть, вот как по девятке жезлов, осмотрительным, держать руку на пульсе, замечать все подвохи. Кто-то может пытаться нами манипулировать, или для вас будет совершенно очевидно последующие действия вашего окружения, или какой-то человек есть в вашей конкретно, может быть, жизни, с которым вас связывает даже, может быть, годы дружбы, или еще какие-то общие контакты, или ваши планы, мои дорогие. А здесь вы придете к выводу, что нет, я буду действовать в одиночку, я никому не верю. Вот я надеюсь, что это не у всех, но все-таки у нас выпадает, какие двери или что нового, а выпадает семерка мечей, это когда мы становимся жестко хладнокровными, именно потому, что нас люди, мои дорогие, научили. Вот есть какая-то, не случайно рыцарь кубков выпадает, есть какая-то история, которую мы пропустили через собственное сердце, но отклика у кого-то мы не нашли, или нас как-то не то, что недооценили, а может быть посчитали, что нами можно манипулировать. И вот где-то на этой оси, вот такая тонкая очень грань, вам захочется что-то прекратить и даже нового не начинать. И если что-то новое будет приходить, или ваши планы, вы будете, скорее всего, их оценивать с позиции собственной независимости. Лучше я буду манипулировать и хитрить, чем будут это делать со мной. Вот такой разворот на 180 градусов, как какая-то метаморфоза. Может быть, правда, вы получите такое сообщение, или то, что было прежде скрыто, здесь станет явью. И вы вот так пересмотрите. У кого-то это отношение в личной жизни, а у кого-то отношения по работе или, может быть, по дальнейшим заработкам. Давайте мы с вами узнаем, что может помешать или чему сейчас не время. Так, в принципе, в осуществлении планов ничто. Хотя карта мага, у вас очень много сил, ресурсов. Вы способны любой Гордиев узел разрубить или принять Соломоново решение и какие-то установить в своем ключе, вам нужным, по каким-то правилам, регулировкам дальнейшие отношения, как-то проманипулировать. И мы можем действительно столкнуться с такими же где-то магами, поэтому либо мы хитрим и изворачиваемся, либо это будут делать другие. Но у вас очень сильная энергетика, и что может помешать? С одной стороны, по этой карте нет ничего конкретного, чтобы нам помешало, но будет, наверное, мешает только одно, что мы можем быть в себе где-то чересчур уверенными. Я озвучила, что мы можем жестко и холодно видеть отношения или какую-то проблему касаемо работы или какой-то другой сферы жизни. И это, как ни странно, вот такая жесткость и холодность вам придает силы. Она вам будет помогать как раз. Нам же вот какой-то прежний опыт помогает принять правильные решения. Не встрять в то дело, в котором нас не ждут какие-то перспективы. И вы, видимо, это прочувствуете, что какая-то логика, рационализм и безэмоциональность мне сейчас действительно помогает. Но важно не перегнуть, что ли, палку, или в том плане, что допустить, наверное, что даже если мы что-то просчитали, или мы как будто знаем фарватер движения, или мы знаем, что наш какой-то план, он осуществится, будет вот абсолютная уверенность в себе в чем-то, все равно оставлять какой-то процент, что всегда может пойти что-то не так.
и быть где-то готовому к его величеству случаю. То есть не быть где-то самоуверенным. Хотя у вас карта наибольшей ресурсности, карта мага. Как бы явных нет помех. Тут мы сами из-за нашего восприятия можем отчасти попасть где-то вот в такую ловушку. И что нам будет помогать? Пространство, колесо фортуны. В этой колоде это карта шанса, карта удачи, карта новых возможностей. Правда, вам нужно быть магом, чтобы гештальт закрыть и тут же открыть какие-то новые перспективы. У вас момент перехода может проигрываться в октябре. И здесь ваша независимость от начала до конца вам поможет совершить для себя что-то очень важное, доброе, хорошее. Не упустить этот самый шанс. Очень серьезные карты. 2 старших аркана выпали как на то, что нам может помешать, так и что нас будет радовать и помогать. Словно вектор своего направления в жизни вы можете изменить. И не просто остаться довольными, а когда вы чувствуете, что да, я могу манипулировать так, как я именно хочу. И словно пространство откликается и мне еще дважды помогает. От начала до конца уверенность в собственных силах у вас может в разы увеличиться в октябре. Но, повторюсь, где-то перегнуть палку с самоуверенностью все-таки не стоит. Дела, работа, бизнес. Давайте мы узнаем. Страшный суд. Что-то завершается, правда? Вы откажетесь, может быть, от сотрудничества с кем-то, сотрудничества в бизнесе. Может быть, кто-то из вас какую-то рокировку даже по месту вашей службы, вы останетесь, предположим, там работать, значит, вы как-то свое влияние вы можете переоформить или изменить, может быть, какой-то стереотип по отношению к вам на вашем месте работы. Такое тоже может быть, ведь по 20-му старшему аркану что-то плохое заканчивается. Карта избавления от боли, от страданий, от каких-то разочарований. И нам говорят, просто верь, у тебя теперь новый период жизни. Или новые планы, новые какие-то прогрессивные, назовите это как из Вселенной подсказки. Или, может быть, конкретные уже предложения. Вы можете, знаете, даже, мои дорогие представители знака зодиака Рак, вы будете настолько обостренной интуицией в октябре, как будто я знаю, что я сделаю первый шаг, и как потом это проиграется, даже если это будет касаться взаимодействия с людьми и одновременно с какой-то обстановкой вокруг вас. Правда, что-то доброе, хорошее, словно вектор перестраивает в отношении вас к счастью. И верить в себя здесь основа всего. Поэтому, наверное, у вас и карта мага. Но будут какие-то изменения, которые будут касаться вашей профессиональной деятельности, либо ваших дел. Хотя что-то заканчивается, я сказала, и поэтому, если прежде были, документы, допустим, в производстве, или еще какое-то дело зависело, предположим, от чиновников, или уже в какой-то разработке доходилось, здесь, скорее всего, вы подводите итог. Финансы. Рыцарь жезлов. Что-то мы по финансам не сможем оставить на потом. Нам придется, возможно, куда-то отправиться. По этой карте 3 момента проходит. Скорость. То есть вот как раз в том ключе, когда я сказала, мы не можем отложить на потом. Пусть это даже смс или звонок, или сообщение какое-то. Мы тоже должны отреагировать, словно застолбить место. Мы не говорим ни да, ни нет, помни про нашу независимость. Но допустить вариант, что нам это потом как-то пригодится, и словно что-то удержать до того момента, пока мы окончательно разберемся, нужно нам это или нет, это будет тоже для вас важно, для финансового продвижения или для удачного решения финансовых вопросов. Второй момент – это правильная работа с информацией как таковой. И третий момент – это поездка. Это может быть как приезд к вам человека или какое-то предложение, или вам придется куда-то срочно отправиться, не откладывая на потом какие-то дела, чтобы на расстоянии, может быть, в другом месте решить вопрос наверняка. Или к вам, если приезжает человек, или какой-то вопрос с приездом к вам будет тоже решаться, но его придется в каком-то
темпе или в каком-то драйве, может быть, решать и так тоже. Но по рыцарю жезлов это, знаете, когда у нас есть вдохновение пройти какой-то новый путь, когда нас что-то захватывает, и нам интересно, и мы как раз допускаем альтернативные варианты развития событий. Мы вошли в одни двери, и мы узнали что-то одно. Но мы как будто не останавливаемся, мы идем вперед. И вот эта игра жизни, она где-то завораживает. У вас это на финансы. Значит, у кого-то как новые способы заработка или какие-то новые перспективы через вашу работу или деятельность. Где-то же вы зарабатываете деньги. И в этом раскладе старший аркан суд и рыцарь жезлов как раз будут взаимосвязаны. Личная жизнь, что для вас, а ваша энергетика. И я так думаю, у кого все хорошо, и люди семейные, или вы в паре, будет и взаимопонимание, но вы все равно будете играть первую скрипку. И, в принципе, вопросы отношений и финансов, вот то, что у вас будет в октябре стоять в приоритете. Для тех, кто один или одна, увы, я не могу сказать про какое-то новое знакомство. На повестке дня более какие-то важные вопросы, которые вам захочется именно определиться с чем-то, решить что-то, в чем-то не повторить ошибку, и вы не склонны будете, ну так вот, знаете, по первому порыву открываться человеку. Вообще вы тут будете на своей волне или, будем говорить, в своих каких-то планах. Ну, наверное, кто из вас что наметил, это получится осуществить, потому что выпадает ваша карта. Или по этой карте, может быть, вам где-то придется участвовать в делах своих близких, потому что новости могут касаться, допустим, дальних родственников вашего партнера по браку, или это могут быть вопросы, связанные с детьми, например, да, вашими детьми, и вам тоже участие как где-то финансово, или кто-то из вас даже с учетом, если подросшие дети, у них что-то меняется, или, может быть, с учебой где-то это будет связано. Тут ведь разные, 1000 вариантов. У вас карта мага и колесо фортуны. Тут в любой момент все может где-то пойти как-то по-другому, не так. И нам будет важно быстро включиться в какой-то вопрос. Поэтому даже если я закончу мысль, есть вопросы, связанные с вашими детьми, для вас они могут означать как будто, знаете, новый этап жизни. Что-то вас может увлечь, даже если это будет связано с вашими детьми. То есть есть значение, что ваша семья или ваше ближайшее окружение именно в родственниках каким-то образом будут либо оказывать влияние на вашу жизнь в октябре, либо же вам придется заниматься решением каких-то вопросов, связанных опять же с семьей. Давайте мы откроем карту совет. Хладнокровие, выдержка, рационализм, оформлять все по закону. Если что-то у нас становится на паузу, потому что мы не знаем, как это совершить, не опрос общественного мнения, но я утрирую, конечно, то есть не будут иметь значения советы постороннего. Или, если это советы даже ваших близких, значит, любой вопрос мы должны прояснить буквально, может быть, узнать у юриста, как правильно работает закон, или перед тем, как какой-то документ составить, значит, тоже прочитать все, что-то перепроверить. Больше холодной энергии для вас, я уже с самого начала где-то об этом озвучивала, помогут избежать как и ошибок, так и для себя словно организовать какой-то прорыв. Да и надо сказать, маг – холодная энергия. Это манипулятор. Именно где-то выдержка и, может быть, вот эта холодная жесткость, она ему помогает увидеть по факту реальность какую-то. И для вас это будет дважды важно, потому что выпадает колесо фортуны. Конечно, карта именно в этой колоде больше нам о плюсах говорит. Но месяц, он достаточно немаленький срок, и не бывает все время со знаком плюс, согласитесь. Бывают и какие-то шероховатости, когда потребуется правильное решение наше. И значит, хладнокровие, выдержка на весь октябрь вам будут служить хорошую службу или будут вашими верными друзьями. Увы, мои дорогие, никаких эмоций. Как-то странно для вашего знака, который очень добрых людей как раз характеризует, и более лояльных, более душевных. Но вот в таких холодных энергиях вам как будто придется быть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.